Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Привет! Привет. В жизни многих американских родителей наступает такой момент, когда надо расставаться с драгоценным ребенком примерно на 4 года или больше даже, потому что ребенок поступил в университет и уезжает туда от родителей учиться и жить. Это видео о том, как в Америке выглядит переезд студента в общежитие университета, проще говоря, в дом. Ну, я поступила, в общем. Куда ты поступила? Женесила. Ну, как... Congratulations, dear Sophia. On behalf of the Geneseo community, it's a great pleasure to welcome you to the SUNY Geneseo. Congratulations. Вау. Дай папе расскажу. Вот, и теперь предстоит переезд в университет, и все, что нужно для жизни в дорме, придется купить самим и привезти туда. Так что в течение месяца перед переездом все необходимое покупалось в молах и в онлайн-магазинах. Есть такие, которые специализируются на продаже всего, что может пригодиться в общежитии. На сайтах самих университетов есть много полезной информации об организации жизни в дормах, есть чаты комьюнити с массой полезных советов. Вот и настал день, когда все это нужно уместить в одну машину и не забыть студентку. Мы едем в небольшой исторический город Дженезио на севере штата Нью-Йорк. В нем находится университет. Оттуда час ехать до Великих озер, до городов Баффало и Рочестера, так что места здесь красивые. Это долгая дорога на север, из тепла в зиму. Ты везешь ребенка в общежитие. Ты должен быть серьезен и печален. Мы наконец подъезжаем. Все, что мы сейчас проезжаем, это территория университета. Вот так выглядит классический американский небольшой университет. На территории кампуса располагаются корпуса для проживания. Это 4-этажные корпуса и таунхаусы. Более 10 учебных корпусов, несколько столовых, библиотека, парковки для гостей и резидентов, спорткомплексы, теннисный корт и обязательный стадион. Нашему университету более 150 лет, а это совсем не редкость. Здесь сотни университетов имеют более чем 100-летнюю историю. В США более 2500 государственных и частных университетов и колледжей, которые предлагают бакалавриат и последующее образование. Мы сейчас в научном корпусе. Вообще университеты в США являются важным центром научных исследований, и многие из них имеют собственные исследовательские центры и лаборатории, где проводятся исследования в различных областях. Сначала нужно зарегистрироваться, отметиться, что студент приехал, получить карточку студента. Это все прошло очень быстро. So you use your card. Мы взяли специальные тележки для перевоза вещей и пошли в комнату. I've never seen snow like this. Like what? What kind of snow have you seen before? Ice. Ice? Oh, in northern Texas, right?
Yeah, I'm from Houston though. В дорме вас чаще всего ждут только кровать, стол, стул, комод и встроенный шкаф. Поэтому все, что мы привезли с собой, точно пригодится для жизни. Дорм оказался весьма комфортабельным, с хорошим ремонтом и везде очень чисто. Мы походили по этажам, увидели много разных дополнительных общих помещений для студентов прямо в корпусе общежития. Это study room, music room, conference room и многие другие. Но это в дополнение к отдельным учебным корпусам. А знаете, что самое неудобное во всем этом процессе? Вот столько усилий будет потрачено на то, чтобы сделать комнату уютной и комфортной. И это все только на один семестр. В следующем семестре комната будет совсем другая. Через несколько месяцев все нужно будет упаковать в коробки, отвезти в self-storage, где все это добро будет храниться до осеннего семестра. И так 4 года подряд. Вообще мы узнали, что престижные дорогие университеты могут иметь средние по комфорту дормы, и наоборот, обычные университеты могут иметь современные ухоженные дормы, то есть здесь нет какого-то правила. Как правило, университеты требуют, чтобы первые 2 года студент обязательно жил в общежитии. Потом может уже жить в какой-то квартире. Потому что ему надо социализироваться, заниматься making friends, с наложением социальных связей, а потом он уже может выбирать, что ему делать дальше. Оставаться ему жить на кампусе, или он может снимать жилье недалеко от университета. Вот в этом университете, как во многих, существует несколько вариантов размещения студентов. Это двухместный номер, одноместный, и есть еще варианты на несколько человек. Но если у студентов уже есть какая-то компания друзей, сформировавшаяся. Мы буквально несколько дней назад узнали о том, в каком именно формате размещения будет жить наша дочь. Это suite bedroom, то есть комната на 2 человек с общими удобствами на этаже. К слову, предварительно в университете заполняется подробная анкета с вопросами о том, каким должен быть твой идеальный сосед по общежитию, roommate, а также с подробным описанием самого студента, чтобы roommate мог подбирать тебя. Так что мы будем надеяться, что соседка по комнате окажется с такими же взглядами на уборку комнаты, поддержание порядка и прочими нюансами совместного быта. Пойдемте посмотрим, как внутри выглядит комната, когда все вещи уже разобраны и все поставлено на свои места. Университета Дженезио заняла у нас больше, чем 5,5 часов. Мы, в общем, не планировали одним днем возвращаться обратно в Нью-Йорк и решили по дороге заночевать. А ночевать где попало нам было неинтересно, поэтому мы сняли гостиницу рядом с Ниагарским водопадом. Это всего 1,5 часа езды от Софьиного университета. Да, так что в конце этого видео покажем вам Ниагарский водопад. Зимой. Все есть, смотри, стулья, столы, с одной большой кроватью. Хорошо. Да. Мне нравится. Номер в отеле Вингейт в 10 минутах ходьбы от водопадов оказался неожиданно очень хорошим. Мы заблокировали его за неделю до поездки на Booking.com. Он обошелся нам в $81 с учетом налогов. И это везение, потому что за такую же цену здесь предлагают мотель на дороге, а уровень комфорта несопоставимый.
Зима – худшее время для того, чтобы смотреть Ниагарский водопад. Очень холодно и много снега. Но другого времени у нас на него нет, поэтому смотрим. Хотя из плюсов то, что нет толпы туристов. Нет, не засыпайте. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему видео и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Счастливо!